Вот такой ужин я сегодня сделал и подаю у нас дома. Это тушеная курица с овощами. И к этому на сладкое я сделал манную кашу с кисель с изюмом. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Что-то я очень давно не тушил курицу с овощами. И так захотелось, и сегодня я решил с вами поделиться, что я буду делать. Я пользуюсь всеми овощами, то, что у меня под рукой, ничего специально для этого не покупал. Я обратил внимание, что у меня капуста давно уже в холодильнике, и тут некоторые помидоры, чтобы ничего не испортилось. Я решил сегодня все это израсходовать. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что я как буду делать. Может быть, я делаю что-то по-другому, чем вы делаете. А может быть, я вам подкину идею сделать что-то наподобие такого. Итак, для этого блюда я взял такую чугунную посудину, кастрюлю. И сюда сейчас мы будем крошить овощи. У меня здесь один замороженный кубик чеснока, сразу туда брошу. И начнем с овощей. Овощи буду резать по-крупному. В каком порядке не имеет значения. Так что сейчас у меня морковка вот такими крупными. Делается легко, обалденно вкусный результат, но возьмет немножко времени на приготовление. Так, это отправляем в кастрюлю. И так равномерно распределим. Здесь теперь я возьму картошку, тоже по-крупному режем картошку. Ну, примерно такого размера. И все это отправляем в кастрюлю. Так, теперь у меня здесь конусообразная капуста немного есть, так что сейчас мы прошинкуем, ну, тоже по-крупному разрежем. Вот так по-крупному. И немножко мы расправим, когда мы перенесем все в кастрюлю. Так, раскидаем. Примерно равномерно получилось. Сейчас я взял одну луковицу. Сравнительно крупно тоже порежем. Сразу же возьму два помидора, тоже порежем сравнительно по-крупному. Так. И тут у меня петрушка, я сейчас меленько петрушку порежу сразу же. Так, и все это отправляем теперь в кастрюлю. Немножко все распределим. Примерно равномерно везде было. Так. Здесь у меня два перчика, один сушеный. У меня давно уже лежал, можно сюда кинуть. А это у меня с огорода, один такой маленький вырос. Сюда добавим лавровый листок, розмарин сверху, немножко паприкой посыпем. Добавлю пару зерен душистого перца. Так. Пару зерен черного перца. Смесь польских приправ у меня такая, если нет у вас такого, то не надо. Всегда можно импровизировать. Так, теперь я немного подсолю. Много пересолить не надо, потому что всегда можно еще соль добавить. Заливаю водой. Много воды не надо, примерно половина кастрюли.
Значит, у нас вместо тушеных овощей получится суп. Накрываю. Ставим на большую конфорку. Включаем газ. И ждем, как закипит. Как это закипит, ставим на маленький газ и оставляем пару часов тушиться. Итак, основное блюдо у меня тушится. Сейчас я перенес уже на маленький огонь, и пускай потихонечку это тушится. А я решил сделать на сладкое что-то. И к сладкому я решил сделать кисель с изюма. Сейчас я заправим. Так, этого достаточно. Я добавляю все на глаз. Сейчас я полосну и зальем это водой, примерно 3/4. Примерно так. Сюда добавляю на глаз сахар. Сахар по вкусу. Если очень сладкое любите, значит побольше сахара. Если не очень, значит поменьше сахара. И это я сейчас поставлю на газовую плитку вариться. Пока это варится, я сейчас разведу крахмал. Примерно столовая ложка без горки пойдет. Да, то количество воды у меня. Чтобы не очень густое было. Ну, примерно так. Разведу сейчас это водою. И как у нас изюм закипит, сразу можно будет добавить туда и крахмал. Но сахар добавляйте по вкусу. Так, для манной каши я взял эту кастрюльку, сейчас залил воды и немножко и добавляем молоко до 3/4. Примерно так будет достаточно. Добавляю немного масла. И отправляем это на газ. И пускай это варится и помешиваю, чтобы ничего не подгорало. И сразу приготовлю манку для того количества молока, что у меня там в кастрюльке. Примерно так будет достаточно. Солим для баланса. И сахар добавляем по вкусу. Если очень сладкое, то побольше сахара. Если не очень сладкое, то поменьше сахара. Итак, изюм у нас кипит вовсю. Так. И сюда теперь добавим крахмал. И пускай минут 5 еще покипит. И на этом кисель уже готовый. Сейчас также момент, когда вы должны попробовать на количество сахара. Если достаточно, то не надо, а если недостаточно, то добавьте еще сахар. И вот так помешиваем, мы добавили крахмал. Прелесть. Я попробовал на сахаре и еще немножко сахара добавил. А так, пускай минут 5 покипит, и тогда выключаю газ, и на этом кисель у меня готовый. Тем временем у меня вот молоко скоро закипит, и как молоко закипит, сразу добавим сюда манку. Варится это очень-очень быстро. Я думаю, теперь кисель можно выключать, пускай остывает. Как у нас молоко закипит, мы добавим сюда манку и сразу перенесем на маленькую конфорку сюда вперед. Итак, молоко у меня закипело, и теперь очень медленно мы туда высыпаем нашу манку и помешиваем, чтобы комков у нас там не образовалось. Манка сама по себе варится очень-очень быстро по сравнению с рисом. Она сейчас покипит, поварится, и минут через 5 можно выключать уже газ. По мере приготовления и кипения каша становится более густой. Так что если она еще жидкая, не бойтесь, она еще загустеет. Вот и все, каша наша готова. Можем выключать газ и пускай остывает. Вот такой конечный результат у меня получился. Тушеная курица с овощами. И на сладкое сделал манную кашу с кисель с изюмом. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на ужин или на обед.
Я протушил курицу с овощами. Как она у меня закипела, я поставил на маленький огонь, и тушилось это у меня 2 часа. Получилось обалденно вкусно, и курица прямо отделяется от костей. И к этому на сладкое я решил сделать манную кашу с киселем. Сейчас лето, много фруктов. Кисель можно делать из многих фруктов. Но у меня под рукой только оказался изюм, так что я использовал изюм. Как вы знаете, раз в неделю у меня приходят продукты, доставка на дом, и, к сожалению, у меня все фрукты уже закончились, только изюм остался, а через 2 дня будет новая доставка продуктов и фруктов тоже. Так что я пользовался тем, что у меня под рукой. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею, сделать что-то такое наподобие такого. Или то же самое, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.